Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня хочу предложить вам рецепт паровых булочек бао цзи. Они очень популярны в китайской народной кухне. Я вам покажу самый упрощенный вариант их. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. Обычно тесто готовится на воде. Я подготовила сыворотку. Я готовила творог домашнего приготовления и осталось много сыворотки. Оставлю ссылочку под видео в описании. У меня 250 мл. Сюда же добавляю теплое молоко 50 мл, 1 чайную ложку сахара для активации дрожжей, 1 столовую ложку соли, у меня морская, без верха, и добавляем 1 столовую ложку или 7 грамм сухих дрожжей. Если у вас свежие прессованные, добавляйте в 3 раза больше, где-то 20 грамм. Сюда же добавляем 2 столовые ложки растительного масла, без запаха. У меня кукурузное. Мы готовим тесто безопарным способом. И сейчас все хорошо смешиваем. Я дрожжи предварительно не активирую, потому что я в них уверена. Если вы не уверены в своих дрожжах, обязательно их активируйте. Отвесила 600 грамм муки пшеничной высшего сорта. Обязательно просеиваю. Всю сразу муку не добавляю. Добавляю с осторожностью. Точное количество ингредиентов под видео в описании обязательно укажу. Все хорошо смешиваем. Тесто у нас должно получиться мягкое, эластичное, держать форму. Выкладываю тесто на стол, и сейчас мы будем его замешивать. Хорошо вымешанное тесто даст очень хороший результат. Я отвесила 70 грамм муки. Всего у меня пошло 530 грамм. Вымешивать тесто будем минут 10. Добавляем сливочное масло. Масло у меня комнатной температуры грамм 20 пойдет. Вымешиваем тесто до однородности. Сначала тесто у нас разделится на фракции. Пусть это вас не тревожит. Мы продолжаем его вымешивать. Вот такое нежное тесто, эластичное, не прилипающее к рукам у нас должно получиться. Собираем его в комочек. Посмотрите, какое оно красивое. И сейчас нам нужно, чтобы оно расстоялось. В отдельную емкость немного наливаем растительного масла. Обмакиваем тесто со всех сторон, собираем его в шарик и накрываем либо пленочкой, либо полотенцем и в теплое место. Самое главное, не в жаркое место. А сейчас займемся начинкой. У меня мясо, филе говядины 300 грамм. Я нарезаю сначала на пластинки, а потом на тоненькие брусочки. Если есть прожилки в мясе, обязательно их нужно удалять. Потому что в противном случае, когда будет обжариваться мясо, оно будет очень жестким. Также 150 грамм лука репчатого нарезаем перьями. Овощи берем все по 150 грамм. Вот так нарезали лук. Тоненько стараемся. И морковь. Будем либо натирать, либо нарезать соломкой. Тоже 150 грамм. 2 зубчика чеснока. Можно измельчить, вот как измельчаю я, нарезать, либо в измельчителе. Чеснок даст очень приятный и вкусный аромат. А также будем сейчас нарезать перцы болгарские. Я взяла перцы болгарские 2 контрастных цветов, чтобы в готовых булочках они смотрелись очень ярко. Именно красный и зеленый. Можно желтый, оранжевый. Перцев болгарских у меня тоже 150 грамм. Вырезаем сердцевинку. Освобождаем от перегородок и нарезаем брусочками. Итак, все овощи нарезаны и идем обжаривать мясо. 50 мл растительного масла добавляем на сковороду. Немного прокаливаем и отправляем сюда мясо. Мясо будем обжаривать минут 10-15, пока у нас не выпарится полностью влага. Добавляем специи ваши любимые. Я добавляю красный молотый перец по вкусу, черный молотый перец, соль. И все хорошо перемешиваем. И вы видите, уже влага выпаривается. Надо, чтобы она выпарилась вся. Если вы видите, что у вас мясо еще не готово, добавьте еще немножко воды, если жестковато мясо. И пусть еще протомится минут 10-15, пока снова не выпарится вся влага. И вот когда выпаривается вся влага, добавляем овощи. И нам осталось потомить овощи. Жарим на среднем огне минут 5-7. Они не должны быть слишком мягкими. Для вкуса и аромата добавляем еще 2 столовые ложки соевого соуса. Ну, практически у нас все готово. Как же ароматно пахнет. Пока мясо остывает, займемся тестом.
Посмотрите, какое нежное, воздушное, как облачко у нас тесто. Не прилипает к рукам. Рабочую поверхность подпыляем мукой, и нам нужно раскатать тесто в пласт. Раскатываем все ровным слоем, чтобы и в центре, и на периферии толщина была одинакова. Нам нужно раскатать где-то толщиной 3-4 мм. Вот такая толщина должна быть. И я подготовила вырубку. Вырубку можно взять диаметром 10-12 см и вырезаем сочни. Остатки теста убираем в целлофановый пакет и снова будем раскатывать пласт и вырезать сочни. А тем временем пока поставим мантоварку на газ. Вода должна закипеть, так как булочки у нас будут готовиться на пару. И сейчас каждый сочень смазываем растительным маслом, так чтобы они между собой не слиплись. У нас будет начинка. Складываем их вдвое и вот так немного слегка прижимаем. Булочки Бао еще будут растаиваться на пару минут 20-25. И сейчас мы смазываем касканы растительным маслом. У меня 2 яруса в мантоварке. И выкладываем Бао друг от друга на расстоянии, так как они будут увеличиваться при варке. И поэтому оставляем расстояние, чтобы они не слиплись между собой. У нас уже практически все готово. Накрываем целлофановым пакетом, либо полотенцем и дадим минут 25 расстояться. Посмотрите, какие они пухленькие у нас получились. Отправляем их на мантоварку. Вода закипела и буквально 8 минут, и они готовы. И еще при закрытой крышке оставляем еще 5 минут. Посмотрите, какая у нас тут красота. Итак, дорогие друзья, булочки Бао получились очень пышные, нежные и вкусные. Начинка великолепно дополняет сами булочки. Прекрасный ужин для семьи или для компании друзей. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком, делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь пока-пока. До новых встреч на канале «Вкусная еда с Хадиджей».